Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня у нас предстоит сделать утепление вот этой мастерской. Пришла осень и пора утепляться, как всегда, да? Надо это все делать летом, пока есть погода, но сейчас еще сентябрь, конец сентября дает возможность это сделать. Погода шикарная. И сегодня будем утеплять. Ну и вот, в принципе, весь фронт работы. Мастерская у меня 5х7, которую необходимо утеплить по контуру. Утеплять буду 50 мм пеноплексом. То есть у нас вот так вот с вами будет стоять пеноплекс, вот таким вот образом, и он, получается, становится на брусчатку. Там, как видите, у меня уже сделано тоже пеноплексом, но был обрезан, почему-то, не знаю, надо было ставить его на самом деле. Теперь это вот таким вот образом. Я всю линию прошелся, теперь надо брусчатку вот так вот будет вытащить, всю подпилить, убрать ненужное и потом поставить на место. Мастерская у меня выполнена из пеноблока. Как видите, у меня армопоясы были залиты и также утеплены пеноплексом. И вот перемычки. Блок у меня здесь D400 использован, толщина его 250. D400 у него плотность поменьше, но он теплее. Но, тем не менее, необходимо будет утеплить, сделать контур теплым, чтобы зимой тратить электроэнергии в разы меньше. Так что давайте посмотрим ролик. Вам же всем приятного просмотра. Ну а я буду начинать. Поехали! Ну и первый этап моей работы — буду убирать брусчатку, так как фундамент утеплен 30 мм, а стены буду делать 50 мм пеноплексом. И если я не сделаю по подрезку брусчатки, то пеноплекс ляжет на брусчатку и будет морозное пучение, возможно, и брусчатку может выпилить. И я решил себя избавить от таких неприятных последствий заранее. Ну а теперь при помощи ушеем зарезаю нашу брусчатку. У меня получается где-то примерно 20-25 мм необходимо мне зарезать. При работе с ушеем необходимо соблюдать технику безопасности. Также использую защитные средства, такие как очки и защитная маска от пыли. Также было бы в идеале еще надеть наушники от шума. После подрезки укладываю брусчатку на место. Как раз начал укладывать и приехала доставка. Весь объем материала на мастерскую заказывал сразу, так чтобы потом не докупать и не платить за доставку, так как доставка у нас все-таки не дешевая. Ну а я тем временем докладываю брусчатку, а получившиеся швы между брусчатки засыпаю кварцевым песком. Ну а следующий этап утепления. Нашел самый низкий угол на моей мастерской и оттуда буду выставлять по уровню. Лист перевернул, сделал отметки и подрезать буду при помощи канцелярского ножа. На данном этапе утепления понадобятся такие инструменты, как канцелярский нож, провилка, уровень и клей-пена для пенополистирола. Клей-пену наношу ровным слоем по периметру, отступая 30-40 мм от краев, и по центру крест-накрест. После нанесения выжидаю 5-6 минут и монтирую на стену, плотно прижимаю к стене и простукиваю по периметру. Также не забываем пользоваться уровнем, так как самое главное выставить первый ряд. Дальше уже пойдет как по маслу. После приклеения 3 листов я понял, что можно наносить клей-пену сразу на 3 листа, чтобы не тратить время просто так. А это все-таки выжидание 6 минут на каждый лист. А мне нужно утеплить мастерскую в кратчайшие сроки, пока не начались дожди. Все-таки конец сентября, а там уже не за горами и морозы. А после приклеения 4-го листа у меня открывается возможность клеить плиты в шахматном порядке. Для этого второй ряд начинаю с середины, так чтобы наши швы не пересекались. И как вы могли заметить, все швы и все примыкания прохожу также клей-пеной, чтобы исключить мостики холода. Хоть и пеноплекс имеет L-кромку, паз-гребень, что исключает возможности мостиков холода, но лишняя подстраховка в виде клей-пены не помешает. Почему я выбрал пеноплекс для утепления своей мастерской? Тут есть ряд преимуществ. Пеноплекс можно монтировать самостоятельно, без найма рабочих, и на этом сократить хороший бюджет. Не нужно специнструмента, все можно делать простыми инструментами, которые есть в каждой мастерской и в каждом доме. Материал проверенный временем, он совершенно не гниет и не дает усадку, не теряет теплоизоляционные свойства со временем. У него нулевое водопоглощение и низкая теплопроводность. А чем ниже показатель коэффициента теплопроводности,
тем тоньше потребуется теплоизоляционный слой для утепления помещения. Я с этим материалом знаком давно, делал теплые полы в доме и теплые полы в мастерской. Я тем временем подхожу уже к утеплению углов. Углы я делаю в шахматном порядке. И я считаю, что это будет гораздо правильнее. А как думаете вы? Поделитесь своим мнением. Погода в этом году в сентябре, конечно, радует. И мастерская утеплена за 2 дня. И как вы могли заметить, фиксирую пеноплекс на клей пену. Пока есть такая возможность закрыть тепловой контур в сухую погоду. Но на грибки, конечно, буду крепить чуть позже. Для этого даже сделал небольшое приспособление. Но, наверное, самые внимательные заметили, что я все-таки фиксирую листы к стене. Но это временная фиксация на саморезы. В последующем я их выкручивал, а отверстие заполнял клей пеной. Процесс утепления довольно-таки быстрый и увлекательный. И не нужно 5 высших образований, чтобы сделать это самостоятельно. В моменте утепления встречала вот такие косяки, это практически сквозные отверстия в стене, а также неправильная укладка блоков при использовании гребенчатого шпателя. Я по возможности все пустоты и щели заполняю при помощи клея и пены. Ну вот, закрытие теплового контура подходит к финишной прямой. Но у меня есть несколько вопросов, которые, может, подскажете вы. У меня установлены ворота из сэндвич-панели, но по контуру блоки не закрыты. Я вот думаю, может быть, стоит закрыть эти торцы хотя бы 20-кой пеноплексом. Это же тоже сократит теплопотери. Правильно я рассуждаю? Поделитесь своим мнением. Также я еще не решился, как отделать фасад в последующем. Подскажите, какой самый оптимальный вариант, чтобы дешево и сердито и сделать самому. А вот такое приспособление я сделал для монтажа грибков, чтобы наши грибки утапливались и были за подлицо. То есть мы теперь сверлим, немножко утапливаемся в материал, и когда устанавливаем грибки, у нас получается, что он немножечко утоплен, и при следующей отделке он не будет торчать. Кто утеплял, тот знает, без такого приспособления, как бы вы ни хотели, грибок немножечко будет торчать и будет мешать при следующей отделке. Наверное, в продаже есть какие-то заводские приспособления для таких монтажных углублений, но я в нашем городе, конечно, такого не нашел. И вот пришла в мысль, в голову сделать, и получилось отлично. Конечно, выпущу об этом отдельный ролик, как я это делал. А монтаж грибков я делал уже не самостоятельно. Тут пришел самый главный помощник, и работа закипела. Молодец. Давай. Молодец. И по центру вставляй. На молоток. Да я. 2 штуки забивай. Давай. Вот это у меня. Да, забивай. Не, мимо не попадает по центру. Давай, давай, бей. Ой, ну утомилась. Отломилась? Ну ладно, что теперь уже сделать. Но мое утепление мастерской завершено. Надеюсь, ролик был полезен и интересен. А мне останется сделать еще фасад, задекорировать его. Но это будет уже в следующем году. Так что пишите ваше мнение. Вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.